Привет, котятки! Этот список не топ и не классика для всех. Это личная коллекция тайтлов, где абсурд граничит с уютом, а суровые будни школьников – сюрреализмом. Сегодня мы поговорим о странной магии аниме, которая заставляет возвращаться к нему снова и снова. Где-то мы вспомним, что такое любовь, где-то посмеемся от души, а где-то проедемся на стареньком суперкабе. У меня тут собралась стопочка аниме, которые не кричат о своей гениальности. Они просто всегда рядом, когда мне это необходимо. И это, пожалуй, лучшее, что может подарить нам анимация. Давайте же нырнем в этот уютный хаос вместе. Готовы? Ну тогда давайте начинать. Знаете, весенний сезон в 2025 году не был богат крутыми картинами или продолжениями. Скорее для меня это был год, когда многое, что я ждал, оказалось, мягко говоря, не очень. Плохими оказались Лазарь, Ведьмнадзор, на который, судя по трейлеру, я ставил довольно большие ставки, и другие картины, на которые в действительности жаль потраченного времени. Однако не будем унывать, ведь, как говорится, в каждом сезоне должен быть свой скрытый или не совсем гем, который, по моему мнению, должны посмотреть все. Так вот, в этом сезоне таким аниме для меня оказался обычный роман в Коулуне. Сразу бросается в глаза визуальное оформление. Анимация потрясающая, не в смысле кричащей или перегруженной деталями, а в том, насколько тщательно она скомпонована. Цветовая палитра, линии, освещение – все это несет в себе теплую зернистость, которая ощущается как признание в любви к аниме 90-х и в то же время бесспорно современно. Каждый кадр словно создан человеческими руками. Честно говоря, это, возможно, самый красивый аниме-сериал с эстетической точки зрения за последнее время. Он не просто технически безупречен, он визуально выразителен, пропитан ностальгией, но при этом никогда не скатывается в подражание. Это романтично, но в то же время жутковато и почти пусто. Каждое взаимодействие кажется уже пережитым. Напряжение присутствует не в действии, а в воспоминаниях, словно каждый играет роль, на которую не соглашался, но которую каким-то образом знает наизусть. После 3 серий я уже был полностью вовлечен в то, что рассказывается в этой истории. Она не просто раскрывает тайну, она заставляет вас почувствовать себя ее частью. Если она сохранит этот уровень повествования и эстетического изящества, это может стать чем-то действительно особенным. Так что, как всегда, будем надеяться на 2-й сезон. События произведения разворачиваются, ни за что не догадаетесь, в Коулуне. Это такой бывший островок Китая внутри Гонконга, когда он был еще в подчинении Англии. Проживало в нем 50 тысяч человек всего на 2,6 гектарах, то бишь плотность населения была около 2 миллионов человек на квадратный километр. Неплохо, да? Снесли его в 93-м, когда Гонконг вернулся к Китаю. Так к чему это все? К тому, что события происходят в наше время, вот в этом вот Коулуне. Персонажей данного произведения писала женщина, и это чувствуется. Причем именно не девушка, а взрослая женщина, которая успела что-то пожить и что-то понять. Багаж опыта за автором чувствуется. Персонажи в большинстве аниме, как правило, впадают в одну из двух крайностей. Либо они невероятно разнообразны и харизматичны, но их реалистичность оставляет желать лучшего, либо они близки к жизни, но их лица и имена вылетают из головы сразу же после просмотра. Здесь тот редкий случай, когда они прошли по грани и забрали лучшее из обоих миров. Весь состав в аниме просто великолепен, а Рейка, пожалуй, самая красивая главная героиня сезона, но у нее также очень интересная сюжетная линия, где мы видим, как она обретает себя и принимает себя как личность. Ее отношения с Куда – это приятное сочетание сексуального романа между коллегами и более традиционной милой аниме-романтикой. Все их совместные сцены просто потрясающие. Другие второстепенные персонажи тоже великолепны, и каждый играет очень важную роль в сюжете. Я большой поклонник авторов, которые не тратят наше время на лишние сюжетные линии и не вводят персонажей, которые в итоге ничего не делают в истории. Каждая мелочь и каждый персонаж здесь возвращаются к концу сезона, становясь актуальными.
В последнее время мне нравится использовать слово «хирургический» для описания подобных историй, и это такое удачное прилагательное, потому что в этом типе повествования нет ерунды и пустой траты времени. Это очень хорошо написанный сериал. Я люблю творчество Дзюн Маядзуки, и студия проделала замечательную работу по его сохранению. Саундтрек, дизайн персонажей, темп и режиссура здесь просто великолепны. Мне очень нравится, когда я не получаю все ответы сразу. Надеюсь, я не один такой, но я просто обожаю посмотреть немного и потом строить предположения и размышлять в течение недели. Если вам нравятся интересные и заставляющие задуматься научно-фантастические истории, взрослые актеры, которые ведут себя как взрослые, и приятное сочетание сюжета и романтики, то вам сюда. Я определенно буду по нему скучать. Вердикт: 10 лапок из 10. Если вы пропустили эту историю или боялись смотреть по каким-то другим причинам, не упускайте свой шанс и обязательно оцените это аниме лично. Заранее приятного просмотра. Чтобы насладиться войной горничных, нужно понимать ее корни. Люди описывают ее как странное, жестокое и необычное аниме с горничными, тогда как это одно из лучших аниме про якудза, когда-либо созданных. Это пародия на жанр, которая в конечном итоге более верна теме и лучше, чем большинство аниме про якудза, которые воспринимают себя слишком серьезно. Точнее, это ремейк и дань уважения якудза 70-х годов. Аниме косвенно или напрямую задевает фильм эпохи Эйга «Битвы без чести и человечности», который в свою очередь являлся одним из определяющих азиатских киносерий всех времен. Тогда это был один из первых сериалов о якудза, если не о мафии в целом, который не прославляет и не романтизирует организованную преступность, как это делают «Крестный отец» или любой из фильмов Мартина Скорсезе. Он показывает нищету, нигилизм, произвол со стороны боссов и случайные смерти рядовых солдат якудза. В этом аниме эта мрачная обстановка заменена милыми горничными, что создает максимальный когнитивный диссонанс. И как человек, который смотрел и экранизацию 70-х годов, и этот сериал, скажу блестяще. «Битвы без чести и человечности» заложили основы стиля гангстерское кино с дрожащей камерой, экстремальными голландскими ракурсами, гиперреализмом, непрофессиональными актерами и ультранасилием. Я пытался найти аниме, которое можно было бы привести в пример, но так и не смог вспомнить ничего похожего. Это новаторское, уникальное произведение. Возможно, «Черная лагуна» ближе всего. Судя по отзывам, которые я успел прочитать, почти никто не понимает, что это такое на самом деле. Одни называют это атмосферой 90-х, хотя на самом деле это на 20 лет старше. Это глубоко японский сериал, который невозможно оценить по достоинству без расширенного знания других медиа. Японские Атаку знают свое дело и справедливо включили этот небольшой шедевр в топ-5 списка лучших сериалов 2022 года по версии сообщества Атаку, ранее известный как Two Channel. Для тех, кто не знает, что это такое, объясню. Это крупнейший в Японии анонимный веб-форум, основанный в 1999 году, где люди могут поговорить, например, о политике, аниме, видеоиграх, технологиях и повседневной жизни. Лично для меня он определенно входит в число лучших сериалов того года, и раз такое дело, давайте быстренько затронем технологичную часть, чтобы вам было понятнее, о чем я говорю. Блестящая композиция сцен и невероятное внимание к деталям действительно помогают сделать сериал таким привлекательным. Акихабара никогда не выглядела такой грязной и отвратительной, и за исключением того, что индустрия горничных существует уже 100 лет, в сериале почти никогда не встречается анахронизмов. 1999 год показан настолько убедительно, что в это действительно веришь, от баскетбольной площадки в Акибе до бытовой электроники и даже старых железнодорожных карт. И это еще одна причина, почему этот сериал для меня особенный. Ну и конечно, не забывайте, что разобраться в этом безумии вам помогут крутые и харизматичные персонажи, а украсить просмотр поможет крутая анимация и музыка. Да, для кого-то этот сериал может быть на 10, для кого-то на 0, но это напрямую зависит от вашего вкуса, так что решайте сами. От себя добавлю, я бы рекомендовал вам его посмотреть. Все-таки такое выпускают не часто, так что как минимум оценить и сделать свои выводы стоит. Заранее приятного просмотра.
Недопонимание часто случается в нашей повседневной жизни. Когда мы неправильно понимаем друг друга, это может привести к различным последствиям. А что получается, когда эти недопонимания смешиваются со школьной влюбленностью? В итоге получается безумие под названием «Школьный переполох». Это комедийное аниме построено вокруг двух главных героев – Харимы и Тенмы, которые пытаются признаться в любви тем, кого они любят. К сожалению, весь актерский состав, включая их самих, тупы как камень. Что касается сюжета, то история в аниме интересна тем, как она рассказана. Это эпизодическая комедия в духе членов школьного совета, но с общей сюжетной линией любовного треугольника, перемешанной с множеством побочных сюжетных линий. В каждом эпизоде 3 сценария, которые временами соединяются в непрерывную историю, но в то же время это похоже на несколько разных комедийных сценок. В начале сериал довольно сумбурный, с одной единственной локацией, но быстро переходит к переплетенной истории, которая строится на каждой части. Мы видим путь Харимы к самопознанию и попытки завоевать любовь Тенмы, в то время как Тенма пытается завоевать любовь Карасумы, а Карасума просто Карасума. Вот основные моменты истории в двух словах. Персонажи, за исключением нескольких, были довольно интересными. Харима развивается как персонаж благодаря всем своим безумным выходкам, но в то же время ему удается сохранять свою обычную упрямость. Он растет благодаря людям, с которыми взаимодействует, и показывает себя не хулиганом, а человеком, который заботится о тех, кого ценит. В аниме используется стандартная анимация, местами с грубыми линиями. Однако, несмотря на это, аниме никогда не воспринимает себя слишком серьезно. Когда нужно показать важную или трогательную сцену, все становится ярче, и кажется, что в проработку фона вложено больше труда. Этот стиль анимации, как в комедии, иногда разветвляется на другие типы, от реалистичного к простому, от грубых линий к плавному. Благодаря этим постоянным изменениям внимание зрителя остается прикованным к экрану. Комедия была забавной и во многом способствовала общему впечатлению от аниме. В сериале было много шуток на японскую тематику. Мы получаем огромное удовольствие, наблюдая за этой историей взросления молодого человека. «Школьный переполох» — это увлекательное приключение, полное недопонимание. Сериал очаровывает безумными выходками персонажей, их взаимоотношениями и трудностями в этих отношениях. Чтобы понять людей, нужно время. И в этом аниме у всех персонажей, кажется, есть предвзятое мнение о тех, кого они любят. Это аниме показывает негативную сторону влюбленности. Даже если кто-то вас привлекает, никогда не следует предполагать, что вы знаете этого человека полностью. Как показывает этот сериал, такая ошибка приведет к боли в будущем, и это послание понятно каждому. Если вы любите комедию с долей романтики, обязательно обратите на него свое внимание. Приятного просмотра! Следующее аниме, о котором бы хотелось рассказать, это «Волшебница и злой офицер». Для тех, кто не знаком с творчеством Фудзивари Какоа, расскажу, что это аниме – это достойная дань уважения покойной мангаке. К сожалению, она скончалась в возрасте 31 года, оставив серию незавершенной. Многие ее работы так и не были завершены или адаптированы в аниме, но студия Bones смогла следовать оставленной ей структуре и осталась верна духу оригинальной манги, добавив при этом свой собственный уважительный штрих. В итоге получилась простая и добрая история, которая понравится поклонникам романтики всех возрастов. Кто меня часто смотрит, знает, что я большой поклонник романтики. Эти 12-минутные эпизоды были чистым блаженством, и видеть ту чистоту, с которой они смотрели друг на друга и стремились укрепить свою связь, действительно тронуло меня. Мира может быть злым лейтенантом, но он один из самых добрых парней, которых вы когда-либо встречали, и вся его жестокость сводится к желанию опозорить Мимори из-за того, как мило она выглядит. Мимори — это по сути олицетворение милоты, и ее детская наивность по отношению к миру было очаровательно. Время, проведенное с Мирой, это по сути опыт обучения для нее. Она видит, каков внешний мир, и узнает о людях помимо своего жуткого фамильяра. Помимо Мимори, остальные второстепенные персонажи великолепны. Я видел довольно много работ студии Bones, но я никогда не видел, чтобы это выглядело так хорошо. Это так красиво, ярко. И хотя
Хотя это адаптация сёйнэн манги, в ней чувствуются нотки сёдзе. Это большая часть моего удовольствия от истории, потому что лица Мимори такие милые, что от нее невозможно оторвать взгляд. Также мне нравится стиль чиби, который используется в некоторых сценах. Я просто замечательно провел время. Эпизоды длятся всего 12 минут и не затягиваются, так что это не отнимет у вас много времени. И если вам нравятся романтические аниме, нет причин не посмотреть это. Это очень милая и добрая история, которая подарит вам заряд позитива на целый день. Я определенно буду по ней скучать. Жаль, конечно, что к концу мы не видим ни поцелуя, ни настоящих отношений, но опять же напомню, это вероятно связано с тем, что студия Bones не хотела проявлять неуважение к оригинальному произведению. Так что имеем, что имеем. Фух, ну давайте немного прокатимся. Дальше нас встречает аниме Super Cup. Он немного простой, незамысловатый и всегда успокаивает, даже когда тебе плохо. На первый взгляд, это простое аниме в жанре «милые девочки делают милые вещи». И если воспринимать сериал буквально, то скорее всего ваше мнение не изменится даже после просмотра. Да, в большинстве случаев персонажи просто путешествуют по разным местам, катаясь на своих любимых скутерах. Из-за этого и, казалось бы, незамысловатой тематики Super Cup легко принять за типичное аниме в этом жанре, но на самом деле в этом сериале гораздо больше, чем многие смогли заметить. Сюжет Super Cup довольно прост, но темы, которые его окружают, удивительно глубоко проработаны. В отличие от большинства своих предшественников, аниме на протяжении всех 12 серий сохраняет серьезный тон, что дополняет затрагиваемые темы. Однако это не значит, что это грустное аниме. Несмотря на серьезный подтекст, Super Cup на самом деле очень расслабляет. Отчасти потому, что атмосфера очаровательно спокойная и тихая, а отчасти потому, что большинство событий в аниме по своей сути легкие и понятные. Однако такой небрежный подход к повествованию может быть палкой о двух концах. Super Cup следует довольно простой сюжетной линии и в основном полагается на персонажей для продвижения сюжета, что накладывает очевидное ограничение на потенциальные сценарии. К счастью, Super Cup уравновешивает эту простоту и компенсирует свои недостатки существенной проработкой персонажей. Самым убедительным персонажем аниме, безусловно, является Кагума, главная героиня истории, которая немного странная. Если не обращать внимания на то, что ее прошлое окутано тайной без всякой причины, она на удивление очень понятный персонаж. Поначалу неспособность Кагумы найти мотивацию в жизни очень меня трогает, поэтому видеть, как она обретает уверенность в себе и заводит настоящих друзей, как минимум очень воодушевляет. В каком-то смысле Super Cup это очень вдохновляющий сериал. Весь тайтл несет в себе в целом позитивный и оптимистичный посыл, и все главные герои прекрасно его отражают. Кагума, Рейка и Ши, у каждого из них есть что-то, что они любят всем сердцем, и они сделают практически все, чтобы это защитить. Кроме того, все главные герои демонстрируют удивительную степень реализма и вызывают сочувствие, благодаря чему я быстро проникся к ним симпатией. В основном сценарий аниме прост и понятен, но реплики написаны таким образом, что они тонкие и содержательные. Хотя в сериале не так много диалогов и монологов, что понятно, те, что есть, в основном имеют важное значение. Они актуальны для современных событий и позволяют понять эмоции персонажей. Тем не менее, некоторые разговоры о мотоциклах могут быть немного сложными для понимания, особенно если вы, как и я, мало что знаете о транспортных средствах. Но это может понравиться любителям мотоциклов. Вполне закономерно, что в плане саундтрека сериал придерживается минималистичного подхода. В аниме довольно много сцен, в которых намеренно отсутствует музыка, что является удачным решением, учитывая, как хорошо это вписывается в спокойную атмосферу сериала. Большинство других сцен сопровождаются умиротворяющей фортепиановой музыкой. Звуковые эффекты довольно хороши. Они добавляют реализма окружающей обстановке. Анимация Super Cup в целом очень красива, хотя стиль рисовки немного приторно милый. Поскольку персонажи много путешествуют в аниме, пейзажи довольно разнообразны, запоминающиеся и прекрасно анимированы. Простые фоны, такие как школа, магазины, дома и так далее, также хорошо нарисованы, что стало редкостью в современном аниме. Немного грустно, что Super Cup не получил большой популярности. На мой взгляд, это, пожалуй, одно из лучших аниме того сезона. Честно говоря, я не ожидал многого от этого сериала, но он быстро покорил меня своей освежающе спокойной атмосферой. Если вы поклонник поджанра и асикей, вам, вероятно, понравится так же, как и мне. И кто знает, может быть, вы даже захотите купить настоящий новенький Super Cup.
Это просто преступление, что этот сериал так недооценен и малоизвестен, в то время как банальное аниме вроде Мария Холик переоценен и имеет легионы фанатов. Я упоминаю Мария Холик только потому, что его создала та же студия Shaft, и я считаю, что у обоих есть своя ниша. Однако в отличие от Мария Холик, Летняя буря оказывается одним из лучших аниме-сериалов 2009 года. Если описать сюжет одним словом, то он будет необычным. Уже с первой серии и просто взглянув на рекламные материалы, можно подумать, что это всего лишь очередная школьная комедия с элементами романтики. В этом нет ничего удивительного, ведь автором исходного материала является Дзин Кобаяси, наиболее известный, пожалуй, как создатель истории монстров. Однако это представление о том, что это просто романтическая комедия, быстро переворачивается с ног на голову, когда сюжет принимает странный и сверхъестественный оборот. Призраки, путешествия во времени, комедия и романтика создают вместе одно из самых необычных и оригинальных аниме, которые я когда-либо видел. Все в аниме кажется свежим и новым. Я уже посмотрел довольно много сериалов, и это чувство я испытываю не так уж и часто. Еще реже встречается комедия, которая использует эротический юмор и при этом выглядит совершенно уместно и не извращенно. Этот сериал просто истощает сексуальную привлекательность. Путешествие во времени – важнейший элемент сюжета. В сериале поднимаются многие знакомые парадоксы, а также рассматриваются последствия и результаты изменения прошлого для будущего. Некоторые технические термины могут вызвать головную боль, но многие смешные шутки становятся возможными благодаря путешествиям во времени. В частности, Саяка верит, что если перенести просроченное молоко в прошлое до истечения срока годности, оно станет пригодным для питья. Такими смешными ситуациями и наполнен сериал, что и создает ту самую атмосферу. Единственный реальный минус сюжета – это его некоторая запутанность и странность. К концу все становится понятно, но в первой половине сериала вы, скорее всего, будете ломать голову и гадать, что же, черт возьми, происходит. Некоторым это не понравится, и структура сериала, начинающаяся с конца и затем переходящая к началу в виде флешбеков, может быть как удачной, так и неудачной. И это, пожалуй, единственное, на что я могу пожаловаться. Рисовка и анимация просто великолепны. Shaft всегда отлично справляется с этой задачей, но в Летней буре, я думаю, они превзошли самих себя. Фоны и декорации прекрасны, но именно модели персонажей меня по-настоящему покорили. Как я уже упоминал, в этом сериале есть что-то сексуальное и немного эротическое. Звук, музыка, актерская игра – все на высшем уровне. В аниме отличный актерский состав, включая многих моих личных фаворитов, таких как Юи Хория. Вступительная тема просто потрясающая, как в музыкальном, так и в художественном плане. Это одна из самых сексуальных вступительных тем, которые я когда-либо видел. Летняя буря – это поистине произведение искусства и гениальность. Если вы еще не смотрели его, то я должен спросить, чего вы ждете? Я не уверен, как бы оценил его по сравнению со всем остальным, что я видел, но это один из немногих сериалов, в котором я практически не нашел серьезных недостатков. Я настоятельно рекомендую его посмотреть. Все-таки такое уже не делают, так что не проходите мимо и обязательно оцените его лично, если вы еще не смотрели. Тема поиска надежды в, казалось бы, безнадежном или мрачном мире уже затрагивалась раньше, в таких аниме, как «Девушки в последнем путешествии», а также встречался в форме лавкрафтского ужаса в аниме, созданной в бездне, или многими другими способами, которые я раньше смотрел. «Иллюзия рая» или «Великая небесная стена» развивает эту тему, но на фоне научно-фантастического детектива, что делает его довольно уникальным опытом, которого я лично еще не встречал. Чего мы хотим от научно-фантастического детективного сериала? Мрачных откровений или непредсказуемости? В «Иллюзии рая» все это есть, но также присутствует один повествовательный прием, который мне нравится больше всего, а именно принцип «показывай, а не рассказывай». Это аниме мастерски справляется с этим, практически не давая нам никаких указаний на первый взгляд, но побуждая зрителя размышлять над событиями каждой серии, обращать внимание на поведение персонажей и вспоминать прошлые события, чтобы сцена или откровение произвели на него большее впечатление. Это аниме можно
может вызвать множество дискуссий, потому что оно временами просто поражает воображение и сбивает с толку самым прекрасным образом. И для того, чтобы получить полную картину, необходимо немного подумать. Я действительно ценю это, поскольку это выводит восприятие событий аниме на новый уровень. Во многих аниме, к сожалению, такого нет. Но в этом сериале зрители пытаются сложить 2 плюс 2 как пазл, чтобы понять, что именно происходит в сюжете. Нет ничего лучше, чем когда ты складываешь 2 плюс 2 и обнаруживаешь, что твоя теория действительно верна. Это определенно глоток свежего воздуха по сравнению с постоянными информационными вставками в других аниме, хотя и здесь они присутствуют. Если вкратце описать сеттинг и сюжет, то действие разворачивается в постапокалиптическом мире, где человеческая цивилизация уничтожена, повсюду бродят людоеды, которые опустошают остатки земли и угрожают жизни выживших. Сериал действительно хорошо создает постапокалиптическую атмосферу, и было очень интересно наблюдать за нашими двумя главными героями в этом жестоком мире. Кирука и Мару ищут место, которое они называют раем, и по пути они сталкиваются со многими интригующими вещами. Темы человеческой природы, дружбы и поиска смысла прослеживаются в обоих мирах, что создает прекрасные параллели и сравнения между детьми и главными героями внешнего мира. Диалоги между ними казались довольно естественными и органичными, словно это просто друзья, которые отлично проводят время вместе. Тем не менее, поскольку сериал уделяет большое внимание человеческой природе, элемент романтики присутствует, но скорее он пытается исследовать человеческие эмоции, сексуальность и гендер, поэтому то, как показаны их отношения, выглядит вполне естественно, и за этим интересно наблюдать. У обоих есть прошлые травмы, и когда аниме может опираться на травматическое прошлое, развивая события в настоящем, это хорошо работает. В данном случае это было сделано довольно хорошо, создав историю взросления главных героев, которые пытались найти смысл в этом хаосе. Признаюсь, детей в детской было довольно много, и за ними порой было сложно уследить, но если немного подумать, некоторые из них все же оказались очень милыми по-своему наряду с главными героями внешнего мира. Среди таких популярных аниме, как «Звездное дитя», «Адский рай» и «Истребитель демонов», иллюзия рая осталась немного незамеченным, но я рад, что многие дали ему шанс. Это что-то немного другое, очень заставляющее задуматься, эмоциональное, и это останется в моей памяти надолго. Тем не менее, оно еще далеко не закончено, так что, как говорят дети, пусть оно созреет. И возможно нас ждет еще один шедевр, когда придет время для продолжения. Ну а пока, если вас действительно заинтересовало, не стоит пропускать такой крутой сериал. Заранее приятного просмотра. Что означает слово геймер? Если мы заглянем в наш любимый культурный словарь, то поймем, что геймер – это тот, кто играет в видеоигры. Является ли это главной темой этого аниме? К сожалению или к счастью, нет. Идея видеоигр здесь не имеет отношения от слова совсем. Но если только мы не свяжем концепцию игры с отношениями. В таком случае можно сказать, что сюжет этого аниме – это игра в отношения, а геймер интерпретирует, действует и играет в эту игру. Целью игры может быть завершенные отношения с кем-то, возможно любовь и так далее. Я могу дать несколько удобных названий для этого аниме: недоразумение, беспорядок, ошибки, заблуждение. Все эти названия указывают на одни и те же проблемы в отношениях и на то, насколько запутанными они могут быть в этом аниме. Было бы неправильно ждать, пока выйдет полноценное аниме о видеоиграх. Тем более на этом поприще уже есть довольно много хороших картин. Если вы будете смотреть это аниме только по этой причине, то получите сильный удар по лицу, потеряете все очки здоровья и останетесь очень разочарованными с большим вопросом: так а что насчет видеоигр? Еще разок на всякий случай повторю, это аниме не про игры, а про сложные отношения, романтические, любовные или дружеские. Это аниме создало несколько отношений на основе простой темы – видеоигры. У персонажей есть нечто общее – видеоигры или люди, которые в них играли. Эти персонажи будут изо всех сил стараться узнать больше о других игроках, потому что у них есть это нечто общее. Игры – это основная сюжетная линия этого аниме. Кейта, типичный геймер-фанат, встречает другого геймера-фаната по имени Карен. Назовите это судьбой, клише, отсутствием аргументов, но она что-то почувствовала к Кейте. Для меня они оба первые геймеры. Цель, чтобы они остались вместе.
месте. В ходе этого приключения к этой неразберихе присоединились другие игроки, добавив хаоса с помощью альтернативных концовок. Например, Кейта должен был остаться с Чияки и так далее. Вся эта неразбериха называется «Геймеры» – забавная комедия со смешными моментами и некоторыми неприятными событиями, но в итоге доставляющая удовольствие. Несмотря на некоторые недостатки, аниме показалось мне смешным и занимательным. Пятая серия, теперь известная как мать всех недоразумений, была без сомнения лучшей серией аниме, поскольку ей удалось создать идеальный шторм эмоций от ревности, любви, зависти, замешательства, шока и так далее. Мне понравилось, как главный герой совершенно ничего не замечал. Это напомнило мне фильм «Это дурацкая любовь», в котором похожая сцена недоразумений была показана в комедийном ключе. Но как и в фильме, этот блестящий сюжет развалился слишком быстро. Геймеры показывает, что общение – это простое действие, но когда участники ослеплены путаницей и суетой, оно становится практически невозможным. И это блестяще демонстрирует, как эта проблема может разрастаться в геометрической прогрессии. Аниме постоянно ломает наши представления о персонажах и показывает, что прежде чем стать геймерами, учениками, друзьями или членами игрового клуба, они люди. В этом отношении аниме справляется превосходно, достигая своей цели. В общем, вот настолько глубока и сложна эта красивая и забавная история. В целом, Геймеры — это настоящий шедевр, который на протяжении многих лет был несколько неправильно понят. Какая ирония. Я пересмотрел это аниме сегодня. Я почувствовал необходимость добавить его в обзор, поскольку аниме этого заслуживает. И я надеюсь, что я дал вам желание посмотреть или пересмотреть этот шедевр, чтобы вы могли учесть эти моменты и сделать свои выводы. Заранее приятного просмотра. Номер 6. Захватывающее аниме. Я могу честно сказать это после того, как посмотрел его дважды, но с другой стороны, у всех разные вкусы, и это может быть просто не по вашему вкусу. Тем не менее, попробовать не помешает, правда? Сюжет номер 6 разворачивается на постапокалиптической земле, где люди разделены на 6 городов, и в центре внимания город номер 6. Отсюда и название. Пока все хорошо, правда? На этот раз действия происходят за пределами средней школы. Добавьте несколько антиутопичных элементов, и сразу станет ясно, что это стоит посмотреть. Не говоря уже о том, что аниме анимирует студия Bones, а это всегда вкусно. Этот сериал мне порекомендовала подруга, которая его очень хвалила, и я понимаю почему. Значит ли это, что мне он понравился так же, как и ей? К сожалению, нет. Несмотря на потенциал, номер 6 немного уступает многим другим аниме того же жанра. Если вы не часто смотрите аниме в жанре научной фантастики или антиутопии, номер 6 может стать для вас приятным отступлением от типичного аниме про старшую школу. У него неплохой сюжет и в целом сильные главные герои. Однако, если вы из тех, кто знаком с Ergo Proxy или Психопаспортом, этот сериал может показаться вам немного скучным. Однако, даже так он смог меня удивить своими, как мне показалось, интересными аспектами. Хотя сюжет нисколько не оригинален, он оказывается чем-то необычным для этого жанра. Вначале я немного путался, но по мере развития сюжета все становилось понятнее. Тайна города и его обитателей раскрывается с каждой серией. Меня действительно поразили события и многочисленные повороты сюжета. Номер 6 – это утопия. Здесь нет бедности, нет конфликтов, нет проблем, и вы будете жить счастливо и мирно в этих безопасных стенах. Не буду врать, я просто обожаю утопические или антиутопические истории. Но как и многие, я думал, что у этого будет огромный потенциал стать чем-то потрясающим, но он так и не достиг своего максимума. То ли из-за продолжительности аниме, то ли из-за того, что сюжет отклонился от основной темы, я не уверен. В любом случае, я улыбался, я волновался и с нетерпением кликал на каждую следующую серию. Я смотрел это аниме от начала до конца. От опенинга до эндинга. Проще говоря, мне очень понравилось его смотреть и пересматривать. В любом случае, советую оценить.
Одинокая, социально неловкая, слегка аутичная девочка, которую спасает популярный принц школы, скрывающий свою собственную травму, всегда будет одним из моих любимых аниме-штампов. И «Сладкий лимонад» справляется с этим лучше, чем любой другой сериал. Для тех, кому понравились такие аниме, как «Достучаться до тебя», «Неудержимая юность» или «Скажи, я люблю тебя», будет очень уютно при просмотре. Издевательство, застенчивая девушка, постепенно обретающая себя, позитивная атмосфера – все это действительно напомнило мне 2010 год, когда я смотрел лучшие образцы сёнэн манги. В этом сериале есть что-то настолько очаровательное и трогательное, что после каждой серии вы улыбаетесь как идиот. Сделать первый шаг к тому, чтобы стать лучше, это самое сложное, что вы можете сделать, и видеть, как Ука это делает, очень вдохновляет. Если вы поклонник сёдзе, само собой разумеется, что «Сладкий лимонад» обязательный к просмотру сериал, но он также хорошо подойдет тем, кто любит наблюдать за личностным развитием с толикой романтики. «Сладкий лимонад» — это совсем не сложный сериал, он очень прост для просмотра, и это одна из тех вещей, которые либо нравятся, либо нет. Если вы ожидаете чего-то потрясающего в плане сценария и сюжета, вы этого здесь не найдете, но если вам нравится романтика, развитие персонажей и добрые истории, то этот сериал обязательно нужно посмотреть. Это аниме, безусловно, скрытая жемчужина, которая заслуживает внимания. Лично для меня этот сериал запомнился больше комедией, чем какой-то там романтикой. Еще одна необычность в графической подаче. Авторы устроили салат из приемов разных жанрово-графических стилей. На мой взгляд, получилось вкусно, хотя я точно не все распробовал, но тут дело вкуса. Качество картинки соответствует заявленному на постере, а слабой анимации крайне мало. Мне очень нравится, как в этом аниме подчеркивается неуклюжесть, медлительность и социальная неловкость главной героини, и как создается возможность изменить ее в лучшую сторону. Это происходит не мгновенно, как в некоторых других аниме, отчего темп повествования может понравиться не всем. Мне понравилось, что в аниме больше опираются на реализм в отношениях. Родители главной героини, в основном отец, не представлены как крутые, модные, молодые, готовые на все родители, как это часто бывает в аниме. Они показаны реалистично, строгие, тревожные, традиционные и даже подавляющие, что, как мне кажется, не сильно отличается от поведения многих реальных родителей в Японии. В аниме даже показано, как их действия влияют на то, какой стала главная героиня. В целом, я думаю, что это аниме может многое предложить. В нем действительно есть прогресс и, на мой взгляд, приятный финал. Оно оптимистично и вселяет надежду, и показывает качества, которые так необходимы в наши дни. Так что обязательно посмотрите его заранее. Приятного просмотра! Ну что, котятки, вот такой список получился. Надеюсь, вы нашли для себя пару тайтлов на вечер, чтобы завернуться в пледик, налить какао и с головой нырнуть в новые миры и истории. Пишите в комментариях, что бы вы добавили в этот список. И, конечно, делитесь своим мнением в комментариях. Если вам нравится такой формат, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У меня на этом пока все. Спасибо, что были со мной. Не болейте, смотрите только хорошее аниме и помните, вы самые лучшие. Всех обнимаю, пока-пока.